Вот такое прекрасное блюдо я сегодня подаю нашей семье. Гуляш с картошкой, немножко салата и зелень сверху. Смотри, какая прелесть. Если вы хотите узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будем делать гуляш. Я отойду от рецептов гуляша, потому что я буду пользоваться подручными продуктами, что у меня дома, что мне надо израсходовать. И я уверен, что эти продукты, которые я буду добавлять в этот гуляш, они точно так же дадут хороший вкус тоже. И посмотрев это видео, вы, может быть, получите какие-то идеи, и этим самым видео я смогу с вами поделиться, как я делаю гуляш сегодня на ужин в своей семье. Давайте приступим. Все составляющие, то, что я сегодня буду пользоваться, у меня уже на столе. На гарнир я сварю просто картошку. Не пюре, а просто картошку на пюре. Я добавлю лук, паприку, болгарский перец или сладкий перец, как его называют, или паприка. За место порошка паприки я добавлю свежий перец. Добавлю немножко чеснока, томатной пасты. Здесь у меня уже кусочки говядины, все очень мелкие кусочки говядины. Это будет основное мясо у меня. Соль, перец, мука и добавлю немножко говяжьего бульона, 1 кубик. Ну, петрушка, а то, что я добавлю, то, что не входит в рецепт гуляша, это грибы. У меня грибы иначе пропадут, так что надо их расходовать, но так как это гуляш как соус, я добавлю туда грибы тоже, и будет очень вкусно, я надеюсь. Так что давайте приступим. В первую очередь я быстро помою, почищу картошку, помою все наши овощи и начнем. Итак, наши овощи все вымыты, все приготовлено. Картошка вымыта и стоит сейчас здесь. У нас картошку я попозже включу, потому что как соус будет готов, всегда его можно разогреть, потому что у нас ужин будет через час примерно. Но торопиться не будем, потому что у нас еще все дети в школе и должны скоро подойти домой. Так, в первую очередь я на сковородку свою любимую добавлю немного масла. Так. И включим сковородку. Так. Газ. Я включил горячую воду, мне понадобится, чтобы развести бульон. И этим временем я быстро порежу лук. Так. Лук порезали, масло подогрелось. И давайте начнем жарить. В первую очередь я добавлю туда лук. Теперь после лука добавим наше мясо. Так. И у меня еще одна луковица. Так. Конечно, все это будем помешиваем. Тем временем я заведу бульон, 1 кубик бульона, бульон говядины. Быстрее растворялся на кусочки маленькие. Так.
Помешиваем. Теперь я порежу быстренько этот перец. И туда же на сковородку. Прекрасно. Помешиваем. Очень хорошо получается все. Теперь я добавлю томатную пасту. И помешиваем. Теперь я добавлю 1 ложку муки, еще половинку. И все перемешиваем как следует. Потому что как это сейчас у нас перемешается, и мы добавим бульон, и мы это оставим его потихонечку томиться и тушиться. Так, теперь потихонечку мы добавляем наш бульон. И все, помешиваем. Теперь добавляем еще бульон. И помешиваем. А уже запах отдает хороший здесь. Теперь мы добавим еще бульон. И помешиваем. И поставим на маленький огонь. Смотри, какая прелесть получается. Так, чуть-чуть я еще добавлю воды, потому что у меня здесь на донышке немножко бульона остался, чтобы ничего не пропадало. В данный момент я сейчас соль добавлять не буду, потому что у нас бульон уже соленый. Пускай немножко покипит, и потом мы добавим соль попозже. А я сейчас немножко перца добавлю сюда. Молотого, потому что мы любим перец молотый. Я люблю перец. Так. И теперь я порежу наши грибы, и туда добавим соус. И тогда накроем сковородку, и пускай все тушится. Далее. Я знаю, что по оригинальному рецепту гуляш грибы не ставят. Я знаю, что в строганов. Но так как я дома у себя и не хочется, чтобы продукты у нас пропадали, я добавлю сюда грибы. И я уверен, что получится это очень-очень вкусно. Сейчас грибы. И туда же мы сейчас добавим пару чесночков, пару зубчиков чеснока тоже. Вот так. И это все идет сейчас сюда. Ясно. И наши пару зубчиков чеснока.
Теперь все мы перемешаем. Как красиво все выглядит. Так. Дадим пару минуточек покипеть, и тогда проверим на соль. И в то же время мы накроем крышкой, пускай кипит. Итак, у меня здесь немножко петрушки. Сейчас петрушку тоже нарежу и маленькую мисочку я сейчас переложу, маленькую тарелочку. И когда все у нас приготовится, тогда мы уже посыпем сверху нашего блюда для украшения, для красоты. Так. Теперь мы проверим на наши вкусовые качества, что у нас творится здесь. Запах вкусный идет. Так, а теперь проверим на вкусовые качества. Совсем немножко соли надо, совсем немножко. А вкусно уже. И пускай она потихоньку у нас тушится, варится. Итак, петрушку я накрошил. Это у нас все сделано. И сейчас я накрошу сюда, как салат, вареную свеклу. У меня вареная свекла есть, так что сейчас я накрошу тоже, как салат. В то же время у нас время уже включить нашу картошку, чтобы варилась. Я сам свеклу не варю дома, они уже у нас продаются вареные в таких упаковках вакуумных, так что здесь 4 свеколки, я только 2 возьму для салата, остальные 2 я сейчас в контейнер положу и в холодильник. Сейчас скажу, что у меня слюнки теперь потекли. Запах настолько вкусный, аппетитный здесь находится на кухне. Картошку я сварил, если даже что-то останется у меня из картошки, то я, может быть, завтра сделаю маленький салат, винегрет. Итак, это идет сюда. Салат нам готовый к ужину. И теперь делаю за картошкой, чтобы семья вся собралась. У меня 2 моих сыновей только что пришли домой со школы, так что встретимся, как все это готово. Посмотрите, какой у нас прекрасный ужин сегодня получился. Посмотрите. Вареная картошка, гуляш и немножко салата. Какая прелесть, какая прелесть. Я доволен своим результатом сегодня. И все это очень вкусно пахнет. И все это очень-очень вкусное. Итак, я сегодня вам показал, как я делаю гуляш. Немножко не по рецепту, я добавил туда грибов. Но я у себя дома, и надо было израсходовать продукты, которые у нас портятся. Я надеюсь, что это видео даст какую-нибудь идею. И, может быть, вы решите изготовить то же самое своим родственникам, своей семье на ужин, на обед. Я надеюсь, что это видео вам понравилось тоже. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого-самого крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. И пока-пока.